короче, пришел к выводу, что лучше всего использовать не просто 4А метод, а метод с перехватом 4А. Даже если купол маленький, у тебя рука дотягивается. Почему это важно? Потому что даже когда у тебя стропы коротенькие, там типа меньше 150, ты когда сильно тянешься, ты свою стойку немножко ломаешь. И, соответственно, можешь потерять волну в этот момент, да, и как бы придется пампить, там еще как-то исправлять ситуацию. А когда ты складываешь с перехватом, то у тебя стойка остается такая же. Вот, например, это паровинг Эльф 5.3, ну я не знаю, у него стропы, наверное, что-нибудь типа 160-170 сантиметров. То есть за один захват я, наверное, не дотянусь его, чтобы схватить. Поэтому как я буду действовать? Вот здесь, видите, они расчетверяются, да, или там расшестеряются стропы. Я, соответственно, буду тянуть, точнее, я вот соберу 4 стропы и дойду вот до этого места. И вот здесь остановлюсь. И вот почему я останавливаюсь здесь, чтобы себе не повредить пальцы, потому что вот здесь вот, где стропы раздваиваются, там у нас узелок. И этот узелок под натягом будет нам резать пальцы. Поэтому желательно этот момент проскочить. Поэтому мы дотягиваемся до этого места, а дальше смотрите, что вы делаете. Очень важно сломать в этот момент купол и направить его вниз, потому что когда он будет у вас висеть вверху, он будет создавать тягу. А если вы его сломаете, то сама гравитация поможет вам сложить ячейки. И выглядит это так. То есть вы должны будете купол направить вниз в тот момент, когда вы будете складывать. Вот я взял 4 стропы, подтянул и вот так направил. И вот он, смотрите, у меня начал складываться. Здесь я перехватываю и дотягиваю до передней кромки. Дальше я не останавливаюсь на стропах. Я хватаю переднюю кромку, отпускаю стропы, держу все это подальше от себя, чтобы не зацепились стропы там за крюк, за тело. И дальше, смотрите, я передаю переднюю кромку в эту руку, где у меня находится планка. Как бы планкой вот так прижимаю ее и хватаю все в одну руку. И дальше очень важный момент. Я разворачиваю планку на 180 градусов. Для чего я это делаю? Чтобы ветер мне помог завернуть стропы внутрь. Дальше я хватаю вот эту заднюю стенку нижней кромки купола, и таким образом у меня стропа оказывается внутри. И когда стропы внутри, дальше я уже прижимаю к своему телу и закручиваю его, ну как-то вот так. Все. Можно ехать, но лучше упаковать это все в сумочку. И теперь смотрите, так как я делаю всегда одно и то же движение, то есть я всегда складываю на правом галсе, я знаю, что у меня передняя кромка всегда находится вот здесь. Почему это важно? Потому что когда я упакую и беру это назад, покатаюсь, и мне нужно распаковаться, очень важный момент, чтобы контролируемо перезапуститься. То есть я выкручиваю, достаю всю эту упаковку, и я помню, что передняя кромка там. Даже если здесь цвет другой будет, ну вот у эльфа хорошо, передняя кромка красным выделена. Иногда они бывают одноцветные, но я всегда знаю, что передняя кромка здесь. И дальше я что делаю? Я хватаю переднюю кромку правой рукой, вытаскиваю планку левой и расправляю хвост. Я смотрю, чтобы у меня стропы были чистые, чтобы не было никаких узлов. Если я вижу, что все окей, я иду дальше. Я хватаю вот этими пальцами левой руки, где у меня находится планка, одну часть передней кромки, вторую я, соответственно, хватаю с этой стороны и растягиваю ее как гармошку, чтобы наполнить ветром. И после того, как я вижу, что она наполнилась, я отпускаю. Причем я сначала отпущу вот эту руку, и потом через мгновение следующую руку, для того, чтобы стропы плавно натянулись, чтобы не было рывка. Выглядит это вот так. Тогда он плавненько раскрывается, без всякого рывка, и вы можете делать. Вот такие нюансы.